Где-то прямо сейчас, возможно, в нескольких метрах под землей, лежат книги, которые не читал ни один живой человек, рукописи которым больше 2000 лет, тексты, которые считаются безвозвратно утерянными для всей мировой науки. И вот что странно, мы знаем, что они существовали, у нас есть свидетели, у нас есть описи, у нас есть люди, которые держали эти книги в руках, но самих книг нет, 450 лет, ни одной страницы. Официальная версия говорит, скорее всего, они сгорели, или сгнили, или их никогда не существовало в том количестве, о котором говорят легенды. Поиски этой библиотеки не прекращались никогда, ни при царях, ни при советской власти, ни сейчас. Ее искали профессиональные археологи, авантюристы, иностранные разведки и даже Сталин, лично отдавший приказ о раскопках под Кремлем, и каждый раз поиски либо заходили в тупик, либо внезапно прекращались без объяснений. Что они находили и почему это до сих пор засекречено? Сегодня мы идем туда, куда не пускают туристов, поднимаем архивы, которые не принято цитировать, и задаем вопрос, который историки предпочитают не слышать. Библиотека Ивана Грозного – это величайшая нераскрытая тайна в истории России или величайшее в истории сокрытие. В 1564 году пастор из Дербта, небольшого ливонского города, который сегодня называется Тарту, написал в своем дневнике кое-что необычное. Его звали Иоганн Веттерман, и он был одним из немногих образованных людей своего времени, кого пустили в самое сердце Московского царства. Он писал: «Царь показал ему комнату, глубоко под землей, за несколькими запертыми дверями, и в этой комнате стояли сундуки. Много сундуков. В них лежали книги, греческие, латинские, древнееврейские рукописи, в таком количестве, что Веттерман был потрясен. Он написал, что никогда в жизни не видел столько древних текстов в одном месте. А потом двери закрылись, и больше никто из западных ученых эту комнату не видел. Никогда. Вот что делает эту историю особенной. Это не просто легенда, не просто красивый миф о жестоком царе и его несметных сокровищах. У нас есть имена. У нас есть даты, у нас есть люди, готовые поклясться, что видели эти книги своими глазами. И у нас есть полное, абсолютное, необъяснимое молчание, длиной в 4,5 века. Сегодня мы разберем эту тайну по частям. Мы пройдем через 5 дверей, за каждой из них своя загадка. И я обещаю вам одно. К концу этого видео вы будете знать о библиотеке Ивана Грозного больше, чем большинство историков публично признают. Но окончательного ответа у меня нет, потому что его нет ни у кого, и это, пожалуй, самое пугающее во всей этой истории. Москва. Кремль. Вторая половина XVI века. Представьте себе этот город, не тот лощеный туристический Кремль, который вы знаете сегодня, а деревянный, дымный, тесный город на краю огромной и почти неизведанной страны. Город, где каждые несколько лет что-то горит, где чума выкашивает целые кварталы, где власть держится на страхе и молитве. И вот в самом центре этого города, в каменных подвалах царского дворца, хранится нечто совершенно невозможное для этого места и времени. Собрание книг, равного которому нет нигде в мире. Но вот тут сразу возникает вопрос: откуда? Как в Москве середины XVI века вообще оказалась библиотека, способная соперничать с крупнейшими книжными собраниями Европы? И здесь все становится по-настоящему интересно. История начинается не с Ивана Грозного, она начинается почти за 100 лет до него. В 1472 году Иван III, дед Грозного, женился на Софье Палеолог, племяннице последнего византийского императора. Константинополь к тому моменту уже 20 лет как пал под ударами османов. Византийская империя перестала существовать, и все, что от нее осталось – титул, претензии на величие и, по некоторым данным, огромная библиотека, собранная византийскими императорами на протяжении столетий, уплыла вместе с Софьей в Москву. Вот откуда, по главной версии, все началось. Но что именно было в этой библиотеке? Здесь историки начинают говорить вещи, от которых у любого книжника перехватывает дыхание. Среди предполагаемых текстов называют утерянные части истории Тита Ливия, римского историка, от которого до нас дошла лишь четверть написанного. Полные тексты Цицерона, неизвестные комедии Аристофана. Поэмы, авторов которых мы знаем только по именам, потому что ни одной их строчки не сохранилось.
Представьте на секунду, что это правда. Это не просто старые книги, это missing link всей западной цивилизации. Тексты, которые могли бы переписать историю античной философии, римского права, греческой литературы. Но откуда мы вообще знаем, что именно там лежало? И вот здесь история делает первый странный поворот. Единственный более-менее подробный список книг, который дошел до нас, это так называемая опись Веттермана. Та самая, которую составил пастор из Дерпта после своего визита в царские подвалы. Он перечислил несколько десятков наименований, греческие и латинские рукописи, древние тексты. Но вот что важно, оригинал этой описи не сохранился, мы знаем о ней только из пересказов, из вторых и третьих рук. Первый человек, который публично заявил о ее существовании, это немецкий ученый Ниенштедт, который написал об этом спустя десятилетия после смерти самого Веттермана. То есть получается вот что. Главное доказательство существования библиотеки – это описание библиотеки, сделанное со слов человека, который видел библиотеку, но чьи записи не сохранились. Цепочка, которая держится на честном слове. Официальная наука именно на это и указывает. Прямых документальных свидетельств катастрофически мало. Большинство источников косвенные, большинство описаний вторичные. Но скептики забывают об одном – отсутствие доказательств – это не доказательство отсутствия. Особенно, когда речь идет о стране, где архивы горели, переписывались и засекречивались на протяжении 5 столетий. И вот вопрос, который я хочу оставить с вами перед следующей частью. Если библиотеки никогда не существовало, зачем ее искали? Зачем Иван Грозный, по свидетельствам современников, так тщательно прятал свои книги? Зачем Сталин в 1930-х годах лично санкционировал секретные раскопки под Кремлем? Люди не тратят ресурсы на поиски того, во что не верят. Значит, они во что-то верили. Но во что именно? Иван Грозный умер в марте 1584 года. По описаниям очевидцев, внезапно. Сидел за шахматной доской, занес руку над фигурой и упал. Через несколько часов его не стало. И вот что произошло сразу после его смерти. Никакой библиотеки среди царского имущества не нашли. Ни в одной официальной описи наследства, а такие описи составлялись педантично, до последней ложки, ни слова о сотнях древних рукописей, ни слова о греческих манускриптах, ни слова о латинских текстах, ничего. Официальная история говорит просто: значит, библиотеки не было, или она к тому моменту уже погибла, сгорела в одном из многочисленных московских пожаров. Но вот тут становится странно, потому что свидетели есть. И их показания – это отдельная история, от которой у историков до сих пор нет единого объяснения. Первый свидетель – тот самый Иоганн Веттерман, о котором мы уже говорили. Пастор, ученый, человек образованный и по меркам своего времени вполне заслуживающий доверия. По версии, дошедшей до нас через Ниенштедта, царь Иван предложил Веттерману сделку. «Переведи мне эти книги на русский язык, и получишь все, что захочешь». Веттерман якобы ответил, что одному человеку такая работа не по силам. Нужны десятки ученых, годы работы. Царь подумал и закрыл сундуки. Это последнее известное упоминание о том, что кто-то видел библиотеку живьем, но это не единственный свидетель. В начале 17 века, уже после смуты, после польской интервенции, после того, как Москва пережила один из самых страшных периодов в своей истории, появляется некий Конрад Буссов, немецкий наемник, служивший в России. В своих записках он мимоходом упоминает: да, все в Москве знают про царскую библиотеку, да, говорят, что она спрятана, да, говорят, что она огромна, но сам он ее не видел. Потом дьяк Василий Макарьев, 1682 год, почти через 100 лет после смерти Грозного. Он подает официальное прошение на имя царя Федора Алексеевича. В этом прошении он пишет: когда-то давно его отец случайно обнаружил в кремлевских подвалах замурованную комнату. В комнате были сундуки, в сундуках книги на непонятных языках. Его отец испугался, доложил начальству, комнату снова замуровали. И все, никакого расследования, никакой описи, никакой реакции. Просто замуровали обратно. Представьте на секунду, что вы чиновник 17 века. Вам докладывают, что в подвале Кремля нашли замурованную комнату с древними книгами. Что вы делаете? Вы докладываете царю, вы организуете осмотр, вы составляете опись.
Вы не замуровываете комнату обратно и не молчите 100 лет, если только вам не приказали молчать. Или если то, что было в той комнате, оказалось настолько важным или настолько опасным, что о нем решили просто забыть. Но вернемся к показаниям свидетелей, потому что есть еще один человек, чья история стоит особняком. Иоганн Филипп Кильбургер. Шведский дипломат, посетивший Москву в 1670-х годах. В своем отчете он пишет нечто любопытное. Московские бояре рассказывали ему, что библиотека существует, что она спрятана, что место известно, но туда не ходят, потому что царь Иван якобы проклял ее перед смертью. Проклял. Вот где официальная история окончательно расходится с народной памятью. Ученые объясняют это просто. Легенды имеют свойство обрастать деталями. Реальное книжное собрание, пусть даже небольшое, превращается в народном сознании в несметные сокровища. Обычная предосторожность царя превращается в мистическое проклятие. Это нормальная работа коллективной памяти. Возможно. Но вот что не объясняет эта теория. Почему показания людей, которые никогда не встречались между собой, немецкого пастора, русского дьяка, шведского дипломата, в ключевых деталях совпадают? Все трое говорят об одном и том же. Подземное хранилище, сундуки, книги на древних языках, тщательно скрытое местонахождение. 3 независимых источника, 3 разных страны, 3 разных столетия. Случайное совпадение или все трое описывали одно и то же реальное место, и если это место существовало, куда оно делось? В 1933 году в Москве начались странные работы. Официально прокладка канализации в районе Кремля. Обычное городское строительство, ничего примечательного. Но среди московских археологов и историков того времени ходили другие слухи. Говорили, что Сталин лично распорядился при любых земляных работах вблизи Кремля немедленно докладывать наверх, если найдут что-то необычное. Говорили, что под землей работали не только инженеры, но и люди в штатском. Говорили, что несколько рабочих исчезли или резко замолчали о том, что видели. Доказать это сложно. Архивы того периода засекречены или уничтожены. Но вот что известно точно. Сталин библиотекой интересовался. Об этом есть косвенные свидетельства нескольких историков, получивших доступ к частично рассекреченным документам уже в постсоветское время. Интерес вождя к исчезнувшим историческим артефактам вообще был хорошо известен его окружению. И это не так странно, как кажется, потому что под Кремлем действительно есть подземный город. Это не конспирология, это факт, который официально признается историками и архитекторами. Под современным Кремлем слои и слои подземных сооружений, строившихся на протяжении 6 столетий. Подвалы, переходы, тайники, замурованные комнаты, колодцы, ходы, о назначении которых сегодня можно только догадываться. Часть из них исследована, большая часть нет. И вот здесь начинается самое интересное. В конце 15 века Иван III, тот самый, который женился на Софье Палеолог и предположительно получил вместе с ней библиотеку, пригласил в Москву итальянских архитекторов – Аристотеля Фиораванти и его коллег. Именно они перестроили Кремль в том виде, который с небольшими изменениями сохранился до наших дней. И именно они, по мнению ряда исследователей, построили под Кремлем разветвленную систему подземных помещений. Итальянские мастера эпохи Возрождения умели строить тайники. Это была целая архитектурная традиция, скрытые комнаты, замурованные ходы, помещения, которые невозможно найти, не зная точного расположения входа. Представьте на секунду, вы строите хранилище для самой ценной библиотеки в мире. Как вы его прячете? Вы не просто запираете дверь, вы делаете так, чтобы саму дверь невозможно было найти. Именно этим, по версии некоторых историков, и объясняется загадка. Библиотека не исчезла, она просто спрятана так хорошо, что ее не могут найти уже 500 лет. Но тогда возникает следующий вопрос. В 20 веке под Кремлем проводились масштабные работы. Строился правительственный бункер, прокладывалось метро, рылись коммуникации, сотни людей работали под землей на протяжении десятилетий. Неужели никто ничего не нашел? И вот здесь история делает поворот, от которого становится не по себе. В 1960-х годах московский исследователь Игнатий Стелецкий, человек, посвятивший поиску библиотеки буквально всю свою жизнь, получил наконец разрешение на официальные раскопки в районе Кремля.
Он готовился к этому десятилетиями, изучил все доступные источники, составил детальную карту предполагаемых подземных ходов. Раскопки начались и внезапно прекратились, без объяснений, без официального заключения, без итогового отчета. Стелецкому просто сказали: работы прекращаются. Все, он умер, так и не узнав почему. Его архив частично сохранился. В нем карты, записи, зарисовки подземных ходов, которые он успел исследовать. И среди этих записей несколько страниц, которые исследователи его наследия называют самыми загадочными. Там Стелецкий описывает, в одном из ходов он обнаружил следы более поздней кладки. Кто-то уже после первоначального строительства замуровал часть прохода. Аккуратно, профессионально, явно зная, что делает. За этой кладкой что-то есть. Или было. Что именно, он проверить не успел. Официальная наука реагирует на все это сдержанно. Да, подземные ходы существуют. Да, часть из них замурована. Но это обычная строительная практика. Ходы замуровывались по разным причинам, чаще всего сугубо техническим. Никакой мистики. Возможно. Но вот что не дает покоя. Если это просто техническая кладка, почему раскопки Стелецкого остановили? Что мешало дать ему продолжить работу? Что мешает сделать это сейчас, с современным оборудованием, с георадарами, с технологиями, которые позволяют видеть сквозь стены? Технически это возможно, политически почему-то нет. В 2000-х годах несколько российских археологов подавали официальные запросы на проведение неинвазивного сканирования кремлевских подземелий. Георадарное исследование не требует раскопок, оно не разрушает ничего, оно просто показывает, что находится под землей. Все запросы были отклонены, без объяснения причин. И вот вопрос, который я не могу обойти стороной. Что страшного в том, чтобы просто посмотреть? Если там ничего нет, сканирование это докажет раз и навсегда. Легенда умрет, споры прекратятся. Если там что-то есть, это будет величайшее археологическое открытие в истории России. В любом случае, зачем отказывать? Если только ответ на этот вопрос не является именно тем, чего кто-то очень не хочет знать. Допустим, библиотеки нет под Кремлем. Тогда где? За 500 лет поисков исследователи выдвинули десятки версий. Большинство – тупики. Но несколько заслуживают внимания. Версия первая. Александровская слобода. Иван Грозный любил этот город. Сегодня это Александров Владимирской области. Почти 20 лет царь фактически правил страной именно отсюда, а не из Москвы. Здесь у него был второй двор, второй архив, вторая жизнь. Логика простая. Если царь боялся за библиотеку, он мог перевести ее туда, где чувствовал себя в безопасности. В 1990-х годах здесь проводились раскопки. Нашли остатки царских построек, фрагменты керамики, монеты, никаких книг. Но вот деталь, которую обычно не упоминают. Подземные помещения Александровской слободы до сих пор не исследованы полностью. Часть ходов обрушилась, часть затоплена грунтовыми водами, часть просто не раскопана. Следствие зашло в тупик, но дело не закрыто. Версия вторая. Новгород. В 1570 году Иван Грозный устроил в Новгороде одну из самых страшных резнёй в русской истории – 1000 убитых. Город разграблен. Но перед походом, по некоторым данным, из Новгорода в Москву были вывезены огромные обозы. Официально с церковным имуществом и казной. Альтернативная версия. Среди вывезенного были книги. Редкие рукописи из новгородских монастырей, которые сам Грозный потом присоединил к своей библиотеке. Это не объясняет, куда делась библиотека после его смерти, но объясняет, почему она могла быть такой большой. Версия третья, она уже за рубежом. Самая неудобная версия для российской историографии. В смутное время, начало 17 века, Москва была оккупирована польскими войсками почти 2 года. Поляки вывезли из Кремля огромное количество ценностей. Это исторический факт. Могли ли они вывезти и библиотеку? Польские архивы по этому периоду изучены далеко не полностью. Несколько европейских исследователей запрашивали доступ к соответствующим фондам и получали вежливые, но уклончивые ответы. Совпадение? Может быть. Но среди историков до сих пор нет консенсуса. И здесь все перестает иметь смысл, потому что у каждой версии есть доказательства, и у каждой версии есть опровержение. Библиотека словно намеренно оставила следы везде и нигде одновременно, как будто кто-то очень хотел, чтобы ее искали, но никогда не нашли.
И вот мы подошли к вопросу, который историки предпочитают не задавать вслух. Что, если библиотеку нашли? Не в смысле легенды, не в смысле предположения, а в смысле, что если она была обнаружена, идентифицирована и сознательно скрыта? Звучит как конспирология. Но давайте посмотрим на факты. Стелецкий, человек, ближе всех подошедший к разгадке, был остановлен дважды. Первый раз в 1930-х, когда его раскопки внезапно прекратили на самом интересном месте. Второй раз в 1960-х та же история. Он умер с убеждением, что библиотека существует и что кто-то не хочет, чтобы ее нашли. Это не паранойя одиночки. Это вывод человека, который провел под землей десятки лет. Теперь подумайте вот о чем. Среди рукописей, которые предположительно хранились в библиотеке, называют не только античные тексты. Называют византийские документы о праве константинопольских императоров на власть над православным миром. Документы, обосновывающие претензии Москвы как Третьего Рима, наследницы Византии. Это не просто старые книги. Это политические аргументы, причем аргументы, актуальность которых не исчезла и сегодня. Если такие документы существуют, их содержание важно, неважно, в чью пользу они говорят. А теперь добавьте к этому еще один факт, который обычно остается за кадром. В 2001 году российское правительство официально внесло поиск библиотеки Ивана Грозного в список приоритетных культурных задач. Была создана специальная комиссия, выделено финансирование. Комиссия проработала несколько лет, потом тихо прекратила существование. Без финального отчета, без публичных результатов, без объяснений. Снова тишина. Официальная наука предлагает скучное, но честное объяснение. Библиотека, скорее всего, погибла в московских пожарах XVI века или в смуту. Органические материалы, пергамент, папирус, кожа не переживают столетий во влажных подземельях. Даже если хранилище существовало, к нашему времени от книг могло остаться только тление. Это логично, это разумно, это, вероятно, правда. Но вот что странно, если библиотека сгорела или сгнила, почему не разрешают просто проверить? Георадар, современное сканирование – все это займет недели. Стоит копейки по меркам государственного бюджета. И раз и навсегда закроет вопрос, вместо этого запреты, тишина, закрытые архивы, молчание, которое длится уже 4,5 века. И вот здесь я хочу выйти за рамки детективной истории, потому что библиотека Ивана Грозного – это не просто про книги, это про то, как человечество обращается со знанием. Александрийская библиотека сгорела, Багдадская библиотека была уничтожена монголами, майянские рукописи сожгли испанские монахи. Снова и снова на протяжении всей истории люди уничтожали чужие знания из страха, из невежества, из жажды власти. Каждый раз человечество теряло что-то невосполнимое. Мы не знаем, что было в текстах, которые сгорели в Александрии. Мы не знаем, какие открытия были сделаны и потом забыты. Мы не знаем, сколько раз история могла пойти иначе, если бы знание не было уничтожено. И вот вопрос, который не дает мне покоя. Если библиотека Ивана Грозного существовала, если в тех сундуках действительно лежали утерянные тексты античности, что мы потеряли вместе с ней? Какие ответы, на какие вопросы, мы не знаем. И, возможно, никогда не узнаем. Где-то в подземельях Старой Москвы, или в польском архиве, или в замурованной комнате Александровской слободы может лежать книга, которая изменила бы все, что мы знаем об античном мире, о Византии, о самом начале европейской цивилизации. А может, там давно только пыль, но пока нам не дают проверить, мы не можем знать наверняка. И это, пожалуй, и есть самая большая загадка во всей этой истории. Не где библиотека, а почему ее так не хотят найти. Если вы досмотрели до этого момента, значит, вас это тоже беспокоит. Напишите в комментариях, вы верите, что библиотека существовала? И если да, где она, по-вашему, сейчас? Подписывайтесь.